Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, мы не просто так находимся в салоне БРДМ. Дело в том, что работать это хорошо, а мало работать это еще лучше. Поэтому мы решили отдохнуть, немножко отвлечься и покататься на БРДМе, поплавать. Балбесническая серия. Искренне надеюсь, что она передаст всю атмосферу хорошего отдыха, настоящего отдыха. С каким-то озером, там, покатушками и т.д. и т.п. Сегодня с нами Галя. Галь, привет. Так что будет весело. В любом случае, мы стоим на заправке. Но БРДМ настолько привлекает внимание, что что-то снять. Да, страшно просто в люк вылезти. Уже собрались все сотрудники заправки, смотрят. Все работники, все вокруг. Это, конечно, трындец. Это, БРДМ это самая какая-то, привлекающая внимание тачка. Ой, прости, пожалуйста, Галя. Вот, сейчас мы выдвигаемся в сторону озера, покатаемся, поплаваем, пожарим вкусненькие бутерброды. Вы присаживайтесь поудобнее, я уже весь мокрый, блин. На улице 30-ка. Да, надо ехать, иначе здесь мы сжаримся. Галь, как тебе нравится? Вообще так классно, я даже не ожидала, что это так будет. Да, на самом деле ощущение топ. Вообще кайфово, свежесть. Если бы еще людей не было вокруг, было бы вообще классно. Все снимают на телефоны, блин, ты как в центре внимания. Я такого очень не люблю, но что поделаешь. Вот, а так здесь, конечно, озеро кайфовое. Погода сегодня топчик. В общем, весело. Сейчас чуть-чуть поплаваем, и после этого нам нужно будет почистить водомет, потому что, скорее всего, что он тиной забьется. Вот здесь такая есть проблема в этом озере, что забивается тиной. Ну, а так, конечно, классно. Класс. Воду у нас не набирает, все нормально. В этом плане все хорошо. Куда-то заплыли, уже совсем к берегу прибились, блин. Надо отсюда отплывать. Мы сядем на мель. Вот такая красота. Там на лодках плавают, на чем только не плавают. Галя делает зарядку. Молодец. В общем, вот такой у нас сегодня кайфовый день. Кайфуша. Ну и очень интересно испытать технику в ее стихии, это всегда тоже очень интересно. Вот такое красивое озеро. Очень-очень большое. На нем прям кайфово. Здесь у нас все в норме. Вода в трюме есть, но прям вообще минимально. Насос я не включаю, то есть, он не набирает воды, это хорошо. Меняем фарватер. Галя, привет! Ты будешь окунаться? Почему? Я не слышу тебя. Я на глубине не умею
глубине не умеет плавать. Понял. Я, говорит, умею плавать, но не на глубине. А я сейчас окунусь точно. Надо. Блин, свежо здесь. Ой, Дим. Осторожно только, пожалуйста. Не оставляй меня тут одну. Слушай, как хорошо. Ну да, тебе так жарко там внутри. В жилете вообще классно. Меня жилет не спасет, я из него просто выскочу. Нет, у тебя же он застегнут. А, не, он все равно болтается. Нет, не выскочишь. Он рассчитан на это. В жилете не нырнешь. Ну да. Зато вообще держишься офигенно на воде, вообще класс. Да, я тут плыву. Классная тачка, мне очень нравится. Ой, классно, слушай. Морская волна омывает ГРДМ. И тут еще такие Грязь красоты. Видишь, даже здесь, смотри, Галь. Какая природа у нас красивая. Галь, видишь? Здесь Что? даже сухо, вода сюда не попала. Да, представляешь? да. Старая пыль. Вода вообще бомба. Просто теплота. Что-то такое еще заводится или это здесь так слышно? Не, это он стоит, работает на холостых. Бум-бум-бум-бум. Рыбка, А? рыбка. Вообще класс. Вылезешь? А? Вылезешь? Это я к тебе пришел поговорить просто. А, И к зрителям к нашим. Друзья, вот такие видео я люблю, когда ты кайфуешь, и параллельно снимаешь. параллельно снимаешь. Не! Хочется все-таки иногда отдыхать. Кстати, это я, без очков, надеюсь, вы меня узнали. Это я, видите? Теперь похож? Хорошо, только ремень вбивается не туда, куда надо. Мы уже отплыли очень далеко от нашего места. Здесь рыбаки, наверное, мы им мешаем немного. Хотим сплавать туда вот далеко, там есть тоже красивые места и понаслаждаться видом. Очень классно, вообще эмоции зашкаливают и ощущения соответствующие. Ну так все нормально, температуру держит около 80 постоянных, то есть все норм. У нас не стоит теплообменник для воды, но я там открываю отсеки, и если у нас волны здесь нету, то не опасно, ничего нас не затопит. Вот, ну и плывем потихоньку, не спеша, мотор не напрягаем, аккуратненько на маленьких оборотиках. Мы плаваем уже порядка часа, и вы знаете, все отлично. Просто кайфуем. Обалденнейшая природа белорусская. Ну, просто красота, посмотрите. Прям красота. Вот, все в штатном режиме, без проблем. Галька там загорает, а я здесь рулю. В основном рулю ногой. Так очень удобно. Вот, ручной газ добавил и рулюю. Все, плывем уже, сейчас будем выезжать. После хороших покатушек должен быть хороший обед. К нам присоединились наши друзья. Поприветствуйте всех. Ура! И покажи гидроцикл, который, к сожалению, сломался, зараза. Да, так Обрезала они мощно и- катались, Да. что уже все. Бесились, и это очень закончилось быстро. Вот, ну сейчас покушаем, перекусим и будем собираться уже домой. Тем более, что пошел дождик. Ам-ням-ням.
сейчас важная процедура, это очистка нашего БРДМа после того, как поплавал. Нужно убрать всю траву с карданов, убрать траву с водомета, иначе будет тяжело ехать, будут очень серьезные вибрации. Тут я уже достала. Не знаю, думаю, может, смывал намотала туда. А, там решетка есть. И там решетки-то не было видно даже. Было только Это называется «любишь кататься, люби и самочки возить». Да. А здесь на кардан тоже накрутила. Много. Ну, не страшно. Очень сильно намотала здесь. Галя взялась за работу. Он тянет. Очистили все колеса, все хорошо. Да. Камыш. Вот такое днище в БРДМе. Ну мы сегодня кайфанули от души, я вам скажу. Весь день. Целый день здесь веселимся. Но сейчас уже будем выезжать домой. Отдохнули. Поедем дальше отдыхать. Да. Наконец-то мы отдохнем. Отдыхать от отдыха. Да. Решил я помыть нашу БРДМа. Две проблемки у нас нарисовались, которые нужно устранить. Это фиксатор рычага включения водомета. Он не отходит. Вот. И после того, как мы там по камышам пошамотели, по просьбе рыбаков нужно было им, чтобы заезд был побольше, чтобы лодки было удобно запускать. Мы вымазали весь БРДМ, блин. Надо было еще поплавать чуть-чуть после этого. Ну, неважно. Сейчас мынем его, чтобы он красивый, аккуратненький у нас стоял. Вот, а еще хочу открутить здесь пробку и слить воду. Ну, там минимальная набралась вода. Нужно обязательно это сделать. Ну, сейчас помоем, потом займемся всякими механическими делами. Друзья, раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства, около 90% мировой электроники. Почему же мы читаем на коробках техники Case Guru создана в Тюмени? В Тюмени мозги и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик, экспериментируют с материалами и вводят свою нейромодель сенсора для смарт-часов Case Guru. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует разработку. В народе Вадима прозвали «Тюменский Илон Маск». Тюмень – это инженерия, гарантия и ответственность. Китай – масштабирование производства. Так получилось, тюменские часы Case Guru с рекордными характеристиками. Продаются только напрямую у разработчика. У тюменских смарт-часов Case Guru Nova изогнутый дисплей, лучшие углы обзора, информация видна при разных положениях руки. У аналогов зачастую обычные плоские дисплеи. У Case Guru Nova прокачанный динамик и микрофон. Качество звука при разговоре как в смартфоне. Тюменские часы Case Guru Sport 2 Full HD дисплей как у телевизора. Рекордная четкость, виден вне зависимости от особенностей зрения. У Case Guru Sport 2 гибридный корпус 2 в одном, устойчив к царапинам и повышает стабильность работы датчиков. Тюменские часы Case Guru Classic 2 премиальный аккумулятор с замедленным старением. Рассчитан на срок до 7 лет работы, это в 3 раза дольше аналогов. У Classic 2 более 150 спорт-режимов. Мировой рекорд. Больше режимов, точнее замеры. И точнее рекомендация от умного алгоритма сенсора. Выбирайте тюменские смарт-часы Case Guru по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод TRACK2608 на скидку до 1000 рублей. Вот та самая проблема, которая у нас возникла. Это вот этот вот фиксатор, он неправильно работал здесь. Вывалился что-то непонятно. Скорее всего, что там отломалось, ушко или что. Не знаю, сейчас буду разбираться, почему он так вел себя нехорошо. Вот. И у меня была проблема, потому что когда сидишь Правой рукой, вот так вот сзади, очень неудобно переключать. То есть этот язычок должен четенько работать, а у нас он не поднимался как надо. Попытаюсь его открутить, посмотрю, что там внутри, почему так произошло. Он, кстати, не зажатый.
Но я боялся, что это выломано. Нет, все отлично здесь. Он просто не отрегулирован как надо. Я понял. Он просто был не отрегулирован у нас как надо. Так оно все не закисшее, ничего, все работает. Но просто надо глубже закрутить туда его. Ниже. Саму вот эту часть, чтобы он был побольше в воздухе. И тогда все будет работать, я понял. Угол вот этого язычка, он должен быть ниже. Вот так вот, на пределе. Тогда это все будет работать. А у нас он был вот так. Поэтому он тут работал, пока не выскочил через уже нерабочее отверстие. Но сейчас это сделаю, вообще не проблема. ВДшка, солидольчик смажем и все поставим обратно. Думал, будет проще, друзья. Пока я тут допер, как это работает. Упирается вот сюда. Если подкручиваешь вот этот вот болтик, я уже и вынимал эту штуку оттуда изнутри. Там тоже все смазал. Она выскочила сама, там пружинка. Ну, конструкция такая себе, честно вам признаюсь. Но рабочая. Но надо сейчас вот мне лишнюю резьбу вот здесь вот спилить. Вот, потому что в крайнем положении вот этот торчащий болт, он нам не дает вот поднимать язычок. Ситуация усложнилась, друзья. Руки уже посбил все. Вымазался, нанервничался. Есть нюанс. Спилил я этот болт, все работает четенько. Вот. Все четко. Базара нет. Но рычаг у нас стоит не напротив паза. И поэтому все это произошло. Потому что он вот так вот вщелкивается туда. И только лишь под нагрузкой. Поняли? И все время под нагрузкой вот этот язычок. И поэтому его тут дерешь. Я решил отрегулировать тягу. Там попытался снять. Там есть возможность, вот здесь, не знаю, не совсем вам видно. Видно, вот здесь можно. Но я драл там и зажимным мечем. Там очень сильно закоревший шплинт. Думаю, ладно, попробую здесь. Здесь мне удалось раскрутить. Но здесь он находится прямо вон там на самом днище. То есть ложишься, туда рукой еле долазишь. Ну, сейчас попытаюсь. Вот хочу расконтрогаить гайку. Давайте я вам покажу. Вот там глубоко он находится. Вот он, возле моего ногтя. И сейчас попытаюсь его снять. Сейчас я вынимаю шплинт. Методом слепого держания. Вот он. Нам нужно туда рычаг, значит, нужно вкручивать нашу вилку. Так, она вкручивается. Это хорошо. Она вкручивается, друзья. От руки. Это нам повезло. Но рычаг уже, видите, у меня нейтральное положение прямо напротив. Все. Так и стопорим. Как раз есть чуть-чуть и туда, и сюда. Даже можно было, знаете, еще один оборот. Но не надо. В принципе, не надо. Еще у меня вопрос к знатокам, друзья. Вот коробка БРДМ. Так. Выход на кардан. А вверху на коробке стоит какой-то привод от сцепления вилки. Вот. Он толкает сюда. Вот эту тягу. Это толкает сюда. И вот здесь этот вал вращается. Непонятно для чего он. Вообще непонятно. То есть конструкция на коробке. Выжимаешь сцепление и постоянно вот этот вал чего-то крутится. Не знаю. То ли это система отвода лапки. А вот она даже в эту сторону ходит. Вот, видите? У нее свободный еще ход есть. Когда выжимаешь сцепление сюда, то она вот так нажимает. В общем, вот это я не знаю, что это за фигня и для чего это надо. Кто в курсе, подскажите. После того, как мы покатались с Галей на БРДМе, она говорит, надо еще. И в этот раз мы пошли уже дальше. Я сказал, что в этот раз мы поедем на рыбалку.
вместе с семьей. Приехал мой сын Кирилл. И попробуем побросать спиннинг. Был приобретен вот такой вот спиннинг. Не знаю, крутой, не крутой, пишите. Какой-то среднячок. Вот, также берем удочку с собой. И теперь наш отдых на воде будет сопровождаться еще и рыбалкой. Ну, это не точно, потому что рыбалка, я пока что нейтрально к ней отношусь в целом. Но посмотрим, возможно, нам удастся что-то даже поймать. Но в любом случае, хотя бы побросаем спиннинг. Пока погода хорошая, теплая, нужно принимать водные процедуры. Так что сейчас попробую куда-то положить это все, потому что все это требует определенных мест, да. Вот как, например, очень удачно я расположил жилеты, потому что вот эта сетка, просто на Озоне купил сеточку и офигенно работает. Смотрите, вот так закрепил удочку и спиннинг. Так что БРДМ упакован. Все, скоро будем выезжать. Так, у нас очередная заправка. БРДМ красавчик. Сейчас зальемся до полного и узнаем, во сколько нам обошлась предыдущая поездка. Потому что непонятно. Странно, но ровно 25 литров вошло. Крайне странно. Мы не могли спалить 25 литров. Я думал, мы литров 60 спалили, наверное. Все, выезжаем. Такой красавчик БРДМ у нас. Ух, пушка. Мы приехали уже на озеро, на наше любимое. И сейчас будем заплывать. Погода вот немножко, солнышко спряталось. Прям кайфовая температура. С нами Галя. Да, всем привет. Гале очень понравилось в прошлый раз. И поэтому мы опять решили поплавать. Ну и Кирилл тоже с нами. Кирилл, поприветствуй всех. Всем привет. Кирилл — это мой сын, внимание. Леша не мой сын, Леша просто мой хороший друг. А вот мой сын Кирилл, он приехал и в том числе с нами тоже захотел покататься. Так что сейчас заплываем и кайфуем по полной. Вот там огромное-огромное озеро, на котором можно... В прошлый раз мы катались, ну, часа 2,5, наверное. Вот, так что тема прям огонь. Народ, мой новый спиннинг. Будем пробовать брать щуку. Не знаю, насколько это реально возле такого шумящего БРДМа ловить рыбу, но рыбаки не жалуются пока что. А вообще мы заглушили мотор и просто кайфуем. Рыбалка, атмосфера, и сейчас будем кушать арбузик. Будет вообще классно. Я только не знаю, как ловить. Типа вот так, может, надо делать. Опять не туда. Вырубай камеру, Галь, что-то на камеру не идет. Разворачиваем БРДМ к солнцу. Галя захотела загорать. В принципе, один человек его разворачивает. Вот Кирилл там помогает мне чуть-чуть. Конечно, в воде он вообще такая неваляшка. Хотя тяжелющая посудина, блин. Ну вот. Все, Галь, ты можешь загорать теперь. Спасибо.
Как вспомню, как я МАЗ красил на жаре, блин, и сейчас вот совсем, ну прям противоположное ощущение. Галь, ты, по-моему, уплываешь. Да. Ага. Вчера мы вернулись очень поздно, в 8 вечера, уже просто не снимали ничего, ну, накатались от души. Рыбы я не поймал, к сожалению. Наверное, мне повезет в другой раз. Вот орлиния наша. Мы просто его вчера глушили, и он час на воде болтался. Вот представляете? Так что БРДМ тема. Сейчас загоним его обратно, высушим наши спасательные жилеты, и он будет ждать следующей поездки. Еще немножко хотел рассказать вам, друзья, что у нас происходит в гараже. А именно, гризлик наш стоял месяц и сел аккумулятор. Завелся, поработал, заглох. Я подсос не успел убрать. И, в общем, начал заводить. И, короче, не завелся. Это просто для информации. Но сегодня я хотел вам показать необычную вещь. Это восстановление клеммы аккумулятора. Я не знаю, насколько это получится мне вам показать. Но в любом случае, это определенный опыт, который нужно пройти, попытаться. Мне досталось от Галиного отца вот такая вот интересная конструкция. Это штука для реанимации клемм аккумуляторов. Много лет назад я когда-то ей пользовался. Не помню, где и что и как. Может быть, опытные зрители вспомнят, напишут. Но это специальный прибор для восстановления клемм. Вот это угольный, именно из угля стержень, который наплавляет свинец. Я его заказывал на Озоне, он пришел в омедненном варианте, но в СССР эти вот угольки доставали просто из батарейки, из больших толстых батареек, знаете, таких, внутреннюю часть доставали, и вот был угольный такой вот штуцер. Как это работает? Вешаете на одну клемму, замыкаете и наплавляете новую клемму. То есть вот я вот так вот положу эту штуку, формочку для клемм. Вот эта формочка для минусовой клеммы, а это формочка для плюсовой. Мы восстанавливаем плюсовую, поэтому будем вот так вот пробовать это все делать. Вот потом за счет конуса она снимается, и все, и у вас, наверное, получается клемма. Я попросил у соседей, отпилил кусок старой клеммы со старого аккумулятора, и сейчас вот попробую наплавлять. Но что с этого выйдет, сейчас увидим. Блин, целую не получится нам клемму расплавить. Надо все-таки кусочки. Сейчас попробую откусывать и кидать. Внутри аккумуляторной клеммы, которую я отпилил, тоже какой-то штифт идет, видите? Свинцовый штифт. Пробуем. Что-то происходит серьезное. Добавляем свинца, разогреваем этот. Ну, вроде все. Вроде все. Сейчас дадим остыть и попробуем снять. В принципе, вот она уже пошла.
По-моему, нормуль. Парни, по-моему, нормуль. Это опасная, конечно, штука. Причем этот уголек тоже он так он разогревается. Но работает. Озон рулит. Ну, вроде бы все должно быть хорошо. Вы знаете, мне кажется, схема рабочая. Прям завод. Сейчас возьму помельче наждачку. Эта наждачка крупновата для клеммы, но выглядит как завод. Эту тоже подчищу обязательно. Должно бы быть все нормально. Прелесть. На этой ноте, наверное, мы завершаем сегодняшнюю серию, друзья. Решил вам отснять отдых, работу, как-то совместить. Если вам нравятся такие серии, то обязательно закидывайте лайкосы. Вам огромное спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем вам, что смотрите. Ну и не забывайте, конечно же, поставить лайк. Хочу каждому из вас пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.